Всем доброе утро, друзья! У нас уже настал новый день. Хочу показать, поделиться нашим завтраком. Обычно у всех, наверное, это яичница. Здесь это у нас яичница, йогурт, каша, конечно. И вот я люблю вот такой еще творог. Смотрите, в творог добавляю голубику, орехи и киноа. Творог покупаю местный, который не местный, а для русскоговорящих, который такой написано прям там по-русски. Творог, олбовский. Вот. Немного сахара. Дети уже поели. Там вот оставили даже кусочки творога. И вот такой вот творог, я считаю, на завтрак прям идеально. Редко, когда уже устал. Вот ругаются с утра пораньше дети. Когда уже устал от яичницы, йогурт иногда, тоже в йогурт иногда я добавляю орехи, киноа. Киноа, кстати, очень полезно добавлять вот в йогурты, в твороге. Каши тоже не всегда хочется есть, и поэтому вот для разнообразия покупаем творог. Киви вообще прям очень вкусные. Сейчас, похоже, прям сезон киви. Прям вот советую тоже сейчас, кто в Турции находится, покупать киви. 80 лир за килограмм. Очень мягкое. Даже вот вроде трогаешь киви, вроде жесткое. Нарезаешь, вот смотрите. Прям мягкое-мягкое. И очень-очень сладкое. Очень сладкое. Вот, поэтому... И также сейчас сезон апельсинов. Апельсины тоже очень сладкие. Покрупнее, так они еще слаще идут. Вот, что-то мы расхотели делать сок из апельсинов. Вообще, апельсины, конечно, тоже сок апельсиновый, в нем очень много фруктозы. И у кого, например, там проблемы с сахаром, такие соки даже запрещены. Желательно... Почему запрещены? Потому что фруктоза – это тоже сахар, по сути. Вот. И много его сразу за раз нельзя. Поэтому, если вы будете есть вместе с внутренностями, да, то есть не только сок, то это тоже очень полезно. И за раз вы много фруктозы не съедите. И клетчатка дополнительно будет для вас. В общем, вот такая рубрика про здоровье, про здоровое питание у меня в последнее время. Ну, время такое. На улице прохладно, на улице не походишь. Дети дома. Чем заняться? Занимаемся здоровьем и питанием правильным. Так. Что делаем? Ну, сломался. Сегодня вы меня куда зовете? На игровую. Дети зовут в игровую, говорят, все, пойдем. Вот при условии, если вы уберетесь в комнате, сделаете уроки свои, которые, кстати, там по дням все расписано. Сегодня Üçüncü третий день. И приберетесь здесь вот в комнате, то пойдем. Хорошо, договорились? А ты иди тогда. А я пойду в душ. Все. Смотрите, хочу показать, какие вот какое домашнее задание на каникулы. Так хорошо, когда дети чем-то заняты. Вот такие вот учебники, они вот, например, математика. Такие вот учебники для чтения. Вот так вот. Раскраска, там не только раскраска, всякие кроссворды. И есть книжка, где она у тебя? Где писать надо. Ты была вот эту? Да, давай сюда. Так, это алмаз, потому что я Азалия одинаково. Да, алмаз. Вчера алмаз расписал, только букву З неправильно ты в другую сторону пишешь. З должна быть такая вот, как троечка. Ничего страшного, да. И вот здесь вот во всех учебниках, когда вот так вот открываете, написано... Вот, второй день. Гын, это по-турецки гын, а так день означает. И вот так вот они заполняют каждый день. И сейчас меня спрашивают, что надо здесь делать. Вот, например, третий день они сегодня делают.
А эту сторону ты сделал? Каждый день по 2 страницы в каждой книжке. Правильно, мам? Да, только вот это вот опять у тебя что? 6, надо в другую сторону. 1, правильно. Ты здесь семечки считаешь и записываешь количество, да? Все правильно. Здесь ракамларын язылы олду баллонлары сарыя, сайыларын язылы олду баллонлары мавие боялым. То есть, что значит сайыларын, ракамларын язылы олду? Ну и нужен перевод, потому что я не понимаю. А что такое ракамлар, Алмаз? Камал. Да. Забыл. А что такое сайылар? Сайвал. Ну, Это цифры? цифры, да. Или другое слово. А ракамлар? Не знаю. Сейчас у Азалии спросим, может, Азалия поможет. Что это значит вот здесь вот? Почитай. Ракамларын язылы олду, баллонлары сарыя язалым. Язылы олду, баллонлары мавия боялым. Ты знаешь, что такое? Вот здесь что значит? Ракамлар, что это такое? Цифры? Я перевела и то цифры. Ракамларын язылы олду, баллонлары сарыя. Сайыларын язылы олду. Ну, сайылар это же тоже цифры. Что? Да. Что, да. Что здесь делать? Это вот. Я про это говорю. Что нужно делать? Вот так вот разбираемся иногда. Даже сами не знаю, что надо делать. Что? Что значит? Которые нарисованы желтый. А которые что? Сайыларын язылы олду баллонлары мавие. Что? Не знаешь? И желтый, и... Вот как понять вот такое вот задание? Мы не понимаем. Может быть, с людьми в желтый, а без людей в синий, может быть, я не знаю. Понятно, да. Может быть так? Да. Ну, вот иногда вот встречаются. Вот тут желтый. А остальные в синий, что ли? Мы что-то Я не поняла. догоняем. И иногда бывает, что нужно прибегнуть к помощи папы. Сейчас папе отправим, спросим. Короче, папа объяснил. Он говорит ракам. Азалия, иди сюда, ты тоже послушай. Ракам это цифра. Ракам. Вот, то есть ракамларны надо... Слышишь меня? Азалия, послушай. Ракамларны надо в желтый. Ракам это с цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я так и знал, мама. А сайылары, сайы это число. Сайыларны надо в голубой. То есть смотри. Так и знал. 12 это состоит из чисел 1 и 2. То есть из цифр 1 и 2. Уникы сайсы, слушай, состоит из ракама 1 и 2. Поняли? Поняли. Ракамлар это цифры. 1, 2, так и 3, знала. 4, 5. Запомнили? Все, я проверю потом. Давайте делайте. Вот и разобрались. Мама. Ну и наконец-то мы поехали. Куда поехали? Зоопарк. Поехали мы на такси. Он находится недалеко от нас. Вот здесь только как раз по поводу дня рождения хочу уточнить по ценам, сколько будет стоить, если пригласить друзей и все такое. Пока дети поиграют. Ну что, дети пока прыгают. Вот такая вот игровая комната. Здесь есть еще выше есть место для празднования дня рождения. Мы здесь день рождения праздновали. Кому интересно, можете проходить на тот мой ролик.
Тут есть отдельно еще комната, если вы хотите пригласить гостей или там, наверное, позвать каких-то там людей, которые будут ваш день рождения проводить, то есть всяких клоунов, там, я не знаю, аниматоров. Ну, а я пока посижу, кофе попью. Устала я, в общем, нужно отдохнуть часик, пока не играют, для себя любимой провести время. И, друзья, не могу не поделиться. Ковры уже привезли. В прошлом ролике показывала, что ковры забрали. Решила почистить ковры. Смотрите, какая чистота. Я, как и говорю, когда мы в Газипаше жили, у нас прям рядом вот это все было. Но я не знала, что здесь так сервис работает, что забрали и тут же привезли. Ну, считай, сколько, 2-3 дня прошло. Чисто, очень красиво. И недорого. Вот получается этот ковер, да, вот он не маленький по сути. Давайте покажу его издалека. Вот, в принципе, он не маленький. И еще один ковер. И вот этот вот он был тоже такой, достаточно таки грязный. А теперь он чистенький, очень чистый, прям вообще идеально чистый. И он не маленький тоже, на целую комнату. Вот. В общем, эти два ковра у нас вышло, короче, на 780 лир. И это очень дешево. Сейчас вот написали сообщение, вставлю, как они пишут: уважаемый клиент, там все такое на русском языке. Так вот сервис работает тут в Турции. Я очень рада. Кому, кстати, нужны контакты, приезжают, все забирают. Даже если он у вас там под мебелью лежит, то они мебель поднимут. Приезжают всегда вдвоем. Сейчас приехали опять вдвоем, постелили вдвоем, мебель все поднимали, ничего не делала. Очень нравится, прям советую, кто здесь живет, в Турции, в Селевке. Я не знаю, в Тушуджу, наверное, они не ездят. В общем, оставлю контакты, обращайтесь. И, друзья, очередная распаковочка. Пришла коробка от Атоми. Новогодние праздники прошли, и все запасы закончились. Заказала я себе то, что мне необходимо для ежедневного использования дома, для себя, для своих близких. Вот такая большая коробочка. Давайте посмотрим, что я заказала. Упаковывает, как всегда, очень круто. Вот так вот. Приходит, кстати, здесь в Турции приходит прямо домой. Здесь от 1350 лир, доставка бесплатная. Если меньше цена, то 99 лир за доставку. Но я всегда набираю не только на 1350, а на больше, поверьте. Эти товары очень качественные, высокого качества и по доступным ценам, поэтому, если сравнивать с магазинами в Турции, здесь намного дешевле. Тоже так же в России, если посмотреть, здесь намного дешевле получается. Это у меня умывалка, пенка. Самое необходимое, то, что ежедневно нужно использовать для красоты своей кожи лица. Это, конечно же, пеночка. Очень хорошая рабочая пенка. В плане чего чистит, идеально. Всю косметику убирает. И стоит всего лишь здесь на сайте 350 лир вроде бы. Я уже даже по цене, если честно, особо не обращаю внимания, но это недорого, я считаю, потому что вот такая вот пеночка на год хватает. Называется Fam Cleanser. Можно, кстати, набором взять. Это спа-уход на дому, там 4 средства. Есть еще 3 средства. Это Deep Cleanser, это гидрофильное масло. Кто знает, тот знает. Это для того, чтобы убрать тоналки, солнцезащитки, BB-крема. Обязательно нужен Deep Cleanser. И тоже стоит он всего лишь 350. Хотя гидрофильное масло везде очень дорогое, но вот у нас вот можно отдельными тюбиками такие приобретать, можно взять в комплекте. У меня был комплект, и я вот сейчас докупаю то, что уходит быстро. Вообще год пользовалась пенкой, всего лишь 350 лир, и на целый год у вас пенка, считай, пенкой обеспеченной. Хватает, потому что всего лишь с горошину, пенится очень хорошо, намочили ручки, пенкой вот так вот лицо промыли. Конечно же, если вы пользуетесь тоналками, BB-кремами, советую еще и взять еще второе средство, это вот гидрофильное масло, Deep Cleanser называется. А вообще там еще маска есть и пилинг-гель, но их я использую реже. Вот так, давайте начнем с этого. Это у нас омега-3, это очень, как сказать, хорошие витамины, да, здесь БАДы,
вообще БАДы в Атоме имеют все сертификаты, которые вы когда-либо слышали и не слышали. GMP. Также все стандарты качества учитываются. Здесь изначально все продумано, и они еще плюс большой, они концентрированы. То есть вам не надо глотать по много таблеток. Например, вот такие вот омега-3, если взять в обычных аптеках, там, наверное, в день надо по 6 капсул глотать. Во-первых, здесь только 2 капсулы в день, они удобные и маленькие, небольшие, но концентрированные. То есть за счет этого здесь еще идет сразу 120 штук на 2 месяца. То есть если по 2 пить, то это получается на 60 дней хватает. То есть концентрация плюс количество, поэтому ценообразование примерно такое, и по цене выходит очень выгодно, чем в аптеках. Что пробиотики, что витамин С в Атоме очень выгодно покупать. Поэтому это вот омега-3 для мужа я заказала. Мне также положили каталог, чему я очень рада, удивилась. Спасибо большое. Я его не заказывала. Но как бы пригодится. И, может быть, конечно, в честь Нового года. И также я заказала, наконец-то, у нас... Так, что-то еще есть. У нас, наконец-то, появились здесь капсулы для стирки. И знаете, сколько штук? 100 штук сразу, представляете? Мы до этого пользовались листовыми порошками от Атоми. Они очень классные, но они больше для каких-то вот маечек, там, нижнего белья, постельное белье, то есть вот такое вот нежное все чистить, стирать. А уже для верхнего белья мне, конечно, хотелось что-то такое получше, посильнее, пожестче. И вот как раз такие капсулки появились. 100 штук, хватает очень надолго. И, как я поняла, это недорого по количеству, если тоже рассчитывать, то выходит очень даже недорого. И самое главное, что вес небольшой, не надо на себе тащить это все. Короче, попробуем, расскажу вообще, как понравилось, не понравилось. Вот такие вот капсулки. Внутри видно, вам не видно. Здесь нарисовано с краю прозрачные капсулки. Вот, одной капсулы, я так понимаю, хватает... Да, одной капсулы 3 килограмм, 2 капсулы 7 килограмм и 14 килограмм это уже 4 капсулы. Ну, у нас обычно 3 килограмма, либо 7 килограмм. Ну, либо одну, либо 2 закидываете, в общем. Надолго. Попробуем, посмотрим. Давайте я вам открою, покажу, чтобы вы наглядно увидели. Вау! Аромат! Просто шикарный. Вот такие вот таблеточки. Поближе сейчас покажу. Вот такая вот штучка. Самое главное, детям нельзя давать. Вот. Также я заказала себе вот такой вот, первый раз, кстати, тоже попробовать. Вот так еще сама до конца не изучила, хотя уже пользуюсь. Не соврать бы, мы уже здесь живем в Мерсине около 2 лет. А я начала использовать этот продукт, попробовала первый раз и влюбилась в Гази-Паше. А тогда еще прям не занималась, но заказывала. Вообще я в Атоме попала именно из-за любви к этому продукту. Я прям полюбила с первого раза его, потому что мне тушь подошла, у меня аллергия была. Тут не возникла аллергия. Крема подошли. То есть все так прям хорошо подошло, поэтому я прям... начала пользоваться, но ассортимент нашего сайта турецкого обновляется каждый год, поэтому я пробую все новое и новое. Ну и раньше то, что мне особо не так было важно, сейчас начинаю пробовать. Да, порошок, считай, порошка не было такого именно вот капсульного. Решила попробовать. В любом случае мы стираем, и если такие же деньги затрачивать, почему бы не затрачивать все-таки эти же деньги за качество. А это у нас Айдем Клинсер, гель для интимной гигиены, тоже решила попробовать. Как выглядит, покажу. Не пробовала тоже ни разу, но попробую. Вот такой вот. У них везде всегда вот такие дозаторы. И крем у меня вот сейчас очень вся семья пользуется, когда вот руки сохнут в зимнее время, особенно здесь ветра. Этим кремом, мы тоже такой большой крем с дозатором, очень удобно, вся семья подходит, берет сколько надо. Вот, ну и такой вот сейчас у нас появился гель. Также я заказала себе помаду, вот свою взяла уже, по счету не знаю какая, но я только ею сейчас пользуюсь, спасаюсь, увлажняю свои губы. Очень люблю. Заказала тот же цвет, это как бы, знаете, даже не как прям помада, а все-таки как вот блеск.
Вот такой вот я заказываю красный, но он не красный при нанесении, то есть он увлажняющий, такой оттенок дает красноватый, обалденный. Действительно, очень дорого его продают на сайтах других. Здесь он где-то 300 лир. А вот, например, в Хабсибурада, не Хабсибурада, да, Хабсибурада вроде бы, да, стоит он около 1000 лир. Я просто удивлена, вот у меня уже закончился, то есть вот, я поэтому заказала. Он такой как бы очень хорошо увлажняет, очень. Особенно вот в наших вот тут вот ветра, с нашей погодой, без этого вообще никак. Вот такой вот оттенок придает, я прям влюблена в эту помаду и тоже заказываю, тоже очень люблю, вот хотелось этим тоже с вами сегодня поделиться. И, конечно же, давно я жду, очень давно, так, все, это последнее, даже это упаковали, как круто. Давно я жду вот это вот средство для мытья посуды, тоже концентрированное. Почему давно жду? Потому что все с сайта просто выкупают, забирают. Турки чихнули, что здесь все такое классное, поэтому покупают прям с удовольствием. В России я тоже знаю, что некоторые позиции прям вот улетают сразу же. Гель для мытья посуды, почему? Да, машинки пока нету. Я не знаю, я не люблю, когда у меня все лежит, поэтому я сразу мою. И я мою также детские посудки, потому что постоянно здесь в школах нужно воду детям давать. Поэтому мне самое главное, чтобы это не вредило моим детям, чтобы это средство не оставалось на посуде. Раньше я мучилась, поверьте, Фейри покупала здесь. Оно не отмывается вообще от посуды самой. То есть посуда становится такая вот скользкая, во-первых, да. Во-вторых, да, пенится хорошо, но оно остается, оно реально остается, но я бы не сказала, чтобы оно прям отмывается полностью. И попробовала Фрош немецкое качество все-таки, да, оно мне понравилось, но оно не так сильно пенилось, и при этом оно утекает очень быстро и дорого стоит. 200 где-то лир здесь оно стоило, помню, я покупала, и за 2 недели утекало. Это стоит 200 лир. Литровое, но оно хватает надолго, потому что это концентрированное. Почему концентрированное? Потому что они вот, кстати, вот всегда все делают, и шампуни, и крема, достаточно совсем чуть-чуть. А здесь вообще написано в рекомендации 70 миллилитров вот этого средства на литр воды. Действительно, я так и делаю. То есть это литровое средство вообще хватает где-то на минимум полгода. И я вот уже последнее свое вот так вот промывала всю посуду, ну, то есть вот этот весь флакон водичкой. Обычно я в такую посудку отдельно наливаю, отливаю для себя и ставлю. И вот я уже последние капельки отмыла с бутылки, да, отложила для себя, и все, я прям ждала, прям не могла дождаться, когда уже придет моя новая бутылочка, потому что на сайте оно исчезло. Оно месяца 2, его не было. То есть выкупили прямо вот сразу, как поняли, что оно классное. Также для мытья варочных панелей у меня от Атоми, там сразу 2 бутылки приходят, тоже недорого стоит. Так же, как в магазинах, между прочим, стоит, но оно намного круче. У вас плита, просто вот не надо стереть вот это вот, стоять так долго. Для душа тоже хорошее средство, я не могу сказать, что прям идеальное, как Domestos, в плане также примерно убирает, но запаха нету, вот этого едкого запаха Domestos, как у Domestos, поэтому я для себя тоже взяла для туалета ванны, но Domestos у меня все равно как дополнение всегда стоит. Но вот что касается кухни, убирает просто вот эту вот жирную поверхность сразу, мах. Что еще я использую? К сожалению, нету на турецком сайте губки. Да, этот магазин почти уже во всех странах имеется, но ассортимент везде разный, поэтому я из России себе губки заказываю, потому что они идеальны, они не разваливаются, кто знает, тот всегда покупает, они очень надолго хватают. Вот здесь вот в Турции не найдешь таких губок, они разваливаются, они просто вот напрягают, кто моет посуду, тот знает. Вот, что касается косметики, это уж налицо, я вот только ею пользуюсь, косметика. Очень мне нравится, мне вот скоро уже 40 лет, в этом году 39, на следующий год 40. Мне никто не дает столько, но я вижу очень большой плюс в том, что я использую крема, я использую именно линейку Absolute от морщин. Морщинки, поверьте, у меня уже есть, и их немало. И я эти крема использую, и тонером пользуюсь обязательно после
вот этой вот умывалки нужно обязательно тонер, чтобы pH-баланс кожи сохранить, чтобы влагу сохранить в коже лица. Обязательно за всем этим нужно следить, потому что морщинки появляются даже не только из-за того, что вы кремами не пользуетесь, но и не пользуетесь вот такими правильными очищающими средствами. То есть обязательно нужна хорошая рабочая пенка, чтобы почистить. Если это тоналки, то это гидрофильное масло обязательно. Потом обязательно, чтобы влагу, извините, прервали, был звонок, снимаем на телефон. В течение 30 секунд обязательно нужно наносить тонер. Если у вас, например, чувствительная кожа, это линейка для чувствительной кожи. Если у вас, например, морщинки, то это обязательно линейка от морщин. Если у вас, например, какие-то вот эти пятна, то это обязательно отбеливающая линейка. Если у вас высыпание, то это обязательно дерма, да. То есть за этим нужно, конечно же, следить обязательно. Также щетки, пасты, детские щетки я заказываю там. В общем, все заказываю в этом интернет-магазине. Я очень довольна. Советую вам тоже все покупки пересмотреть, сколько стоит, по качеству, не кидаете ли вы свои деньги на ветер, как это делала раньше я, просто покупала, потому что, ну, это было необходимо, но результата я такого не видела никогда. Вот, ну, на этом все, вот такая вот сегодня распаковочка, какие-то, если вопросы остаются, пишите. А для тех, кто хочет заказать, вы можете даже пройти по ссылочке, которую я всегда оставляю внизу. Можете сами зарегистрироваться по ссылке и начать уже сегодня покупать эти чудесные продукты, не выходя из дома. Если, например, ссылочка не работает, значит, вам нужна ссылка, и вы не из России, из другой страны. Я ссылку оставляю для людей из России. Если вы из другой страны, то обратитесь, конечно же, мне в личку уже. Все данные тоже внизу есть. Вы можете мне написать в Инстаграм, вы можете написать мне в Телеграм. Вот такими методами я работаю, удаленными. Кому интересна же удаленная работа, вы можете написать также мне по ссылочке, где написано «Удаленная работа». Всем желаю, как всегда, счастья, здоровья, радости. Самое главное — позитива и мирного неба над головой. Всем